Ну что ж, дорогие друзья, начинаем нашу встречу, посвященную энергии времени. У нас новое изделие, называется «Энергия времени», и мы ее начнем изучать. Ну, то есть у нас есть разные изделия, посвященные различным ресурсам. Да, тут карта блага, супер. Вот, и сейчас вот у нас появилась новинка «Энергия времени» как возможность расширить свою ресурсную компоненту, ресурсную базу. Но почему мы ее выделили как бы вот самостоятельное изделие, но мы сейчас об этом вот и поговорим. Дело в том, что когда мы говорим о каких-то ресурсах, ну, например, финансовых ресурсах, да, то есть количество денег там и прочих вещах, связанных с тем, что нам что-то нужно, чтобы у нас этого было побольше, то, как правило, всегда вопрос упирается в то, что какой ресурс мы обмениваем на деньги. То есть мы не так, что не можем получать их сразу вот в необходимом количестве непосредственно. Да, то есть у нас есть какие-то промежуточные фазы. То есть деньги – это обменная часть на то, чтобы мы могли что-то получить, потратив что-то свое. Да, то есть по поводу, опять же, ресурса. Да, то есть у нас ресурс основной на самом деле, который у нас есть, это время жизни. Ну вот если есть говорить об энергиях, то вот иногда говорят энергия ЦИ. Да, то есть энергия ЦИ, вот надо ее как-то вот учиться ею обмениваться и так далее. Но есть такая базовая энергия ЦИ, называется перитональная ЦИ. То есть это энергия ЦИ, данная нам при рождении. То есть фактически это есть время жизни, которое мы получили. А получили мы его не сами по себе, то есть нам его обеспечили, ну, наши родители, и как бы через те системы, которыми они могли взаимодействовать друг с другом и с миром. И мы вот в результате их взаимодействия получили вот этот тот запас энергии ЦИ или энергии времени, которая у нас есть. И чтобы что-то получить, мы тратим вот эту энергию. То есть, да, мы что-то создаем, мы трудимся, мы какие-то делаем, участвуем в каких-то проектах, программах и так далее, и так далее. То есть, и в результате этого у нас появляются какие-то вот финансовые ресурсы. Но все это можно делать с разной степенью эффективности, да, то есть превращать вот этот свой основной ресурс, время жизни, в какие-то другие ресурсы. Потому что, ну, как говорил Владимир Ильич, что потребности человека безграничны. Поэтому мы можем заниматься расширением своих потребностей, да, то есть, а можем попробовать как-то вот эффективно это использовать. То есть, если нам что-то нужно, то чтобы оно приходило в нужное время, в нужное место, а то, что нам не нужно, оно как бы не затрачивало нашу энергию на вот привлечение чего-то нам не нужно. Так вот, если мы говорим об вот, структуре новой энергии времени, она создавалась как раз для того, чтобы можно было вот эффективно превращать энергию времени в энергию денег, но только чтобы это было с менее затратными тратами нашего времени и с большей результативностью для того, чтобы мы могли эту энергию как-то использовать. Потому что, ну, мало ее получить, эту энергию, важно же ее еще как-то применить в своей жизни. Потому что говорят, деньги это тоже энергия, да, то есть как бы энергия. Но откуда она взялась, эта энергия? Значит, кто-то в нее что-то уже вложил, а мы ее хотим каким-то образом привлечь к себе. Говорят, деньги идут к деньгам. Опять же, да, есть, если некий ресурс больше масштабов, он привлекает к тому, что он перетекает из большего в меньшее. Вот если взять два шарика надутых, да, то есть их соединить их трубочкой, то один сдуется, а другой сильнее надуется. Почему? Ну, потому что тут давление больше в одном, а в другом меньше. Они не могут быть одинаковыми, да, то есть как бы и перетечет вот у нас некая энергия из одного шарика в другой. Так вот, мы же хотим, чтобы у нас из нас меньше вытекало от нас чего-то, да, то есть как бы, а получали мы в результате побольше. И это все возможно, если, опять же, мы говорим об неких потоках, связанных с энергией.
одно из моментов, на которые следует обратить, это внимание. Мы об этом говорили, когда вот работали с золотой рыбкой, что внимание это может быть ключевым моментом, потому что говорят, куда внимание, туда и энергия. Поэтому если мы можем энергию направлять через свое внимание, то важно, чтобы это внимание у нас эффективно направляло эту энергию туда, куда надо. Но ведь мы через внимание можем ее тратить туда, куда не надо, да, то есть как бы на разборки на какие-то переживания, на какие-то состояния, которые нам не очень-то и нужны. Ну вот в связи с этим у нас возникает потребность, ну, как-то осваивать вот эти вот взаимодействия, связанные с перетеканием энергии, с взаимодействием энергии времени, с тем, чтобы мы могли эту энергию более эффективно использовать. Ну и вот у нас вебинары, они посвящены на самом деле все как раз эффективному использованию того ресурса, который у нас есть. Да, то есть у нас основной ресурс, мы говорим, это ресурс времени жизни. Время жизни есть у всего. У деревьев, у цветов, у животных. Ну и даже у неживых объектов у них тоже есть время жизни. Потому что все, что проявлено в нашей реальности, оно имеет вот такое время жизни. Да? То есть если чего-то нету, значит у него нет времени жизни. Но оно может появиться. Да? То есть если оно появилось, вот как только оно появилось в нашей реальности, оно имеет время жизни. Это время жизни какое-то у нас разворачивается, как некая программа, а потом оно исчезает из нашей реальности. Но это не значит, что оно исчезло совсем. Да? То есть в мире структур, о котором мы говорим все время, это что-то может еще оставаться, существовать как структура. Может проявиться в чем-то другом, да? В другом объекте, в котором мы могли бы это наблюдать, опять же, в нашей реальности. Так вот, по поводу основных как бы вот теоретических вопросов. Как это может быть, что мы можем энергию времени переводить в какую-то другую энергию? Опять же, все дело в проявлении. То есть мы можем проявлять здесь объекты разной степени сложности. Или мы мерности говорим. Да? То есть в чем измеряется, да? То есть это мерность или это сложность. Ну, просто модельные представления какие могут быть. То есть как мерность может проявляться. То есть у нас вот трехмерный мир, и мы в нем видим трехмерные объекты. Но мы на самом деле видим поверхности, то есть как бы вот то, что у нас снаружи находится. А то, что внутри, мы не видим. То есть у нас нет на самом деле трехмерного видения. Оно есть псевдотрехмерное, потому что у нас мозг из двух плоских картинок может сформировать трехмерную картинку, которой мы можем вот наблюдать какие-то объемы. Но все равно мы упираемся в поверхности, которых мы не видим. Поэтому мы видим здесь как бы проекции, отображения. Да? Но проекции могут быть более многомерные, чем то, что мы видим. Например, вот такой. Да? То есть вот представим, что у нас есть некая плоскость. Ну, некий лист чего-то, вот лист бумаги, да, вот у нас он находится. И через него проходит ну, какой-нибудь объект трехмерный. Ну, вот карандаш, например, да. Вот, или ручка. Вот она, допустим, проходит. Вот она касается этой поверхности, и дальше она начинает проходить. Что мы будем видеть, как сечение на этой поверхности? Да? То есть мы сначала видим точку, потом эта точка вырастает во что-то, а дальше мы видим некие сечения, да, такие эллипсы. Один эллипс поменьше, заполненный чем-то, и другой эллипс, который вокруг, который вот существует. Да? Ручка проходит сквозь эту поверхность дальше, и в какой-то момент она опять превращается в точку и исчезает. На самом деле это вот можно рассматривать как некую модель большого взрыва, потому что у нас вот здесь что-то родилось из чего-то, потом вот просуществовало какое-то время и потом исчезло. Но оно исчезло-то вот из взаимодействия с этой плоскостью. В этой плоскости его нет. Но ручка-то осталась, да, то есть она где-то существует в виде чего-то другого. То есть, ну, здесь мы вот рассмотрели взаимодействие трехмерного объекта и двухмерного объекта. Да, то есть, как бы. А если мы говорим, что у нас вот есть трехмерный мир, в котором могут быть какие-то представления более многомерные. Да? То есть что это мы увидим, допустим, в трехмерном мире, если у нас какой-то более многомерный объект начнет его пересекать. Мы опять же увидим, как что-то родилось из некой точки, оно начинает расти, 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 а потом через какое-то время исчезает. Ну, вот как семечки, да, в растениях.
Вот семечку положили, она маленькая, потом она начинает расти, 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 что-то такое, может вырасти очень большое дерево, да, но потом оно постепенно как-то из этого мира исчезает, оно отмирает, но вот вещественная часть осталась, но что-то из этого мира ушло, да, то есть и дерево погибло, например. Поэтому мы можем рассматривать вот наш многомерный, трехмерный мир как отображение каких-то более многомерных структур, которые здесь проявляются в виде вот каких-то объектов, событий, явлений и так далее. Вот. В связи с этим, если мы говорим про энергию, да, то есть как бы уровни энергии, а где оно проявилось, например? Вот есть понятие кинетическая энергия и потенциальная энергия. Да, то есть потенциальная энергия – это энергия положения. Вот один объект относительно другого объекта находится, между ними есть некая разница или в расстояниях, или еще во что-то. Да, то есть, если, допустим, ну, тело какое-то, вот опять же возьмем эту пресловутую ручку. Вот если она у нас сейчас находится относительно стола на какой-то высоте. Если ее отпускаю, она начинает падать. То есть у ней появляется что? Другая энергия, кинетическая, энергия движения. И вот эта энергия движения, она приводит к тому, что ручка падает на стол. И вот когда она упала на стол, у ней энергия, опять же, кинетическая, перешла в энергию стола, то есть рассеялась. Но у нее нет ни потенциальной энергии больше, ни кинетической. То есть энергия пропала. Да, то есть, поэтому энергия потенциальная – это энергия положения. Но вот здесь вот мы относительно стола, например. Это мы как бы относительно двух материальных объектов рассматриваем, да, то есть которые имеют вот разницу в гравитационной силе, и поэтому эта сила может вот совершать некую работу или создавать, или появляется некая энергия, которую можно куда-то переливать. А во времени тогда что мы говорим? Значит, есть некое событие, одно и другое, да, то есть, и они чем могут отличаться? Они как раз могут отличаться мерностью. Мерностью своих состояний определенная, да, то есть мерности той структуры, которая при этом проявляется. Поэтому более многомерный объект, он может иметь больше энергии, да, то есть относительно того объекта, который менее многомерный. Поэтому если мы можем увеличить мерность взаимодействия, мерность связи, то мы можем вот эту энергию нашего внимания перенаправлять куда-то более эффективно. Да, то есть если у нас энергии внимания нашей не хватает, то мы можем что-то не замечать. То есть вот нету в нашей жизни каких-то событий, потому что у нас нет энергии для того, чтобы увидеть. Вот пример я приводил в прошлый раз по поводу того, что эксперимент такой ставили. Взяли две группы людей, да, то есть одни удачливые, другие неудачливые. Дали им возможность посчитать количество иллюстраций в этом журнале, в каком-то журнале, иллюстрированный журнал. И вот удачливые быстренько справились с этой задачей, неудачливые долго-долго ее делали, пока пересчитали вот все эти иллюстрации. Что оказалось? Оказалось, что на второй странице этого журнала было объявление, в котором было прямо написано, что можно не считать эти иллюстрации, так как в этом журнале 47 иллюстраций. Так вот, удачливые, как бы у них зона внимания более широкая, они взяли и увидели этот. Да, то есть эти неудачливые, они проскочили это объявление, не заметили его и продолжали дальше считать. Почему это произошло? Ну, потому что у них энергии не хватило на то, чтобы вот взять во внимание что-то еще, чтобы выйти за пределы вот какой-то узкой задачи. И часто мы упираемся в какие-то тупики не потому, что это тупики как таковые, а потому что мы не видим, как говорится, вот что-то еще в нашей реальности не видим, чтобы нас вывело за пределы вот нашего восприятия. Поэтому вот эта вот светлица энергия времени, которая сейчас я покажу, как она будет выглядеть, вот, это вот такая вот карточка будет, которая так и будет называться «Энергия времени». Тут рисунок опять Ирины Виноградовой мы использовали ее, но этот рисунок у нее вот как раз, который подошел, он связан на самом деле с душой, проявление некой души. Да? То есть что такое душа? То есть это проявление вот некой структуры, которая здесь у нас проявилась в этом определенном объеме. То есть вот у нас есть наше тело, да, то есть как бы, которое здесь проявлено в нашей реальности. Но в этом теле кто проявлен? Ведь
тело, оно может на много всякое реагировать, да, то есть реагировать на самые разные вещи. И вот у нас есть такое свойство у каждого человека, у каждого живого объекта взаимодействие через световые связи. Мы как-то демонстрировали это, что есть возможность вот услышать от другого человека на расстоянии через вот тот свет, который мы можем обменяться. Да? То есть есть связь. Ну, значит, свет одного человека может входить в свет другого человека, взаимодействовать с ним, они могут друг на друга оказывать влияние. Ну и тогда получается, что мы подвержены множеством влияний различных людей. То есть как бы у нас множество энергетических потоков входят, и они каким-то образом нас побуждают что-то делать. Двигаться куда-то, мысли какие-то в голову пришли. Да? То есть вот мысль пришла в голову, да, то есть как бы, значит, она где-то родилась и к нам пришла. Значит, есть некая энергия, да, которую мы смогли воспринять в виде этой мысли. Она пришла к нам в голову, и мы эту мысль теперь можем использовать. Да, то есть, но мысль может еще родиться, говорят, в голове. Да, то есть на основании чего-то, каких-то вот энергий у нас она входили какие-то мысли, и вдруг они соединились, и у нас появилась своя собственная мысль. Это другой процесс, да, то есть как бы, но и там нужна энергия, чтобы мысли с одной стороны родились, а с другой стороны они могли дойти. Так вот, светлица энергия времени, она позволяет нам повысить вот эту энергоэффективность с точки зрения восприятия той информации, которая от нас до этого была скрыта, но которая направлена на что? На повышение нашего ресурса на самом деле. Да, то есть мы говорим о ресурсе, который мы хотим, допустим, чтобы он проявился, например, в виде финансовых ресурсов. Да, то есть и мы создаем какие-то процессы, каких-то участвуем в делах, чтобы у нас вот этот финансовый ресурс начал проявляться в большей мере. Для чего нам это надо? Ну, можно по-разному, да, то есть вот этот финансовый ресурс использовать. Кто-то может использовать его для чего? Ну, говорят, свобода на самом деле больше дает, да, то есть мы можем и на то потратить, и сюда, и получить что-то, что нам не хватает. Но иногда говорят, в чем счастье? Говорят, некоторые говорят, счастье, ну вот что-то получил, вот и счастье, вот оно теперь у меня есть, я радуюсь того, что у меня теперь есть. Но некоторые говорят, да нет, счастье в том, чего у нас нет. Ну вот нет, например, у человека болезни Альцгеймера, или инфаркта нету, или нету у него там рака какого-нибудь, или чего, и он радуется. Да, то есть как бы, ну вот мы как-то не привыкли радоваться тому, чему у нас нет. А вот порадоваться бы следовало, да, то есть как бы мы часто не умеем радоваться вот тому, чему у нас есть, принимать это с радостью, а все время как бы стремимся, давай еще чего-то, вот еще. Ну, как бы вот в этой суете забываем о другой части нашего, вот нас самих. То есть, да, вот есть тело, да, для тела надо, вот есть некая программа тела, надо обязательно размножиться, то есть у нас обязательно как-то вот проявить себя в потомстве, да, то есть как-то себя обеспечить каким-то ресурсом, да, то есть, а дальше, вот, говорят, есть там надо, мужчины задача, да, то есть посадить дерево, вырастить сына, построить дом, а дальше-то что? Вот Евгений Яковлев, по-моему, есть такой журналист, он там как раз на эту тему очень много рассуждает, что на самом деле есть некий кризис у человека, да, то есть у разного возраста. Он говорят, кризис среднего возраста, когда человек вдруг понимает, да, он чего-то вот делал, а дальше-то что? Ну, вот наработал какую-то материальную базу, куда ее дальше-то пускать? Оказывается, есть еще часть жизни, да, то связана с духовным развитием. И если мы ее не делаем, если мы не развиваем себя духовно, то значит мы опять же чего-то здесь упускаем. Потому что наше время жизни мы расходуем на что-то, да, то есть израсходовали вот часть на материальное обеспечение. Но есть еще вот какая-то часть времени жизни, которая нам дана для того, чтобы мы могли себя обеспечить чем-то другим, что, возможно, нам понадобится после того, как мы выйдем за пределы вот этого трехмерного мира и будем реализовываться где-то как-то по-другому. Ну, как бы мы эту концепцию приветствуем, потому что она тогда подразумевает, что не все заканчивается вместе с моментом собственной смерти. А что это, возможно, некий переход.
Так вот, энергия времени, она направлена на то, чтобы как бы эти задачи и материальную, и духовную как бы можно было совмещать. И тот ресурс материальный, который мы будем получать, чтобы он был направлен еще на некое саморазвитие, для того, чтобы мы могли эффективно двигаться куда-то вперед, а не упираться вот в стенку, что вот у нас, если нет материального ресурса, вот это и все. И дальше нам куда деваться, больше деваться нам некуда. Поэтому мы будем, может быть, не только на сегодняшнем занятии, но и на других пробовать вот с этой структурой взаимодействовать. А мы на самом деле уже взаимодействуем, да, потому что у нас эта структура присоединена к нашему вот каналу Zoom. И мы с ней взаимодействуем, потому что она у нас здесь есть. Но у нас есть еще и другие структуры здесь. Какие? Ну, например, у нас есть структура VEI, которая тоже присоединена к данному каналу, и с которой мы тоже взаимодействуем, хотя вот здесь сидим. Для чего она нам нужна в этой вот взаимодействии? То есть здесь мы с ней сейчас пассивно, можно сказать, взаимодействуем. Да, то есть у нас есть возможность через структуру VEI отстроиться от чего-то, то, что нам мешает, от каких-то вот паразитических связей. Мы же говорим, что у нас мы можем связи различные цветовые использовать для того, чтобы что-то взаимодействовать. Но у нас, хотим мы или не хотим, в нас вот этот свет внешних каких-то вещей, он входит так или иначе. Мы можем об этом задумываться, можем об этом не задумываться, но так или иначе, свет разных людей, разных живых объектов мы так или иначе в себя впускаем. И мы этого не можем не делать, потому что у нас так, ну, мы так устроены. У нас есть вот это световое тело, с которым мы вот уже несколько занятий эффективно взаимодействуем с помощью расчески «Космос». И это тело у нас так или иначе реагирует на вот эти все взаимодействия. Поэтому, если бы этого у нас не было, у нас бы мысли в голову не приходили. Как бы они пришли, если у нас нет каналов связи, по которым бы они могли приходить? И рождать только все мысли, опять же, мы бы тоже не смогли, потому что не из чего рождать. То есть, как бы нет компонентов, из которых мы могли бы создать свою собственную мысль. Поэтому у нас вот эта вот система взаимодействия световая, она, с одной стороны, нам приносит то, что нам необходимо в информационном плане. Да, то есть, если даже мы этого не понимаем и об этом не задумываемся, тем не менее, какие-то мысли в голову приходят, какие-то взаимодействия мы участвуем, и во многом это благодаря световой системе. Не только то, что мы можем пощупать и однозначно воспринять через наши органы чувств, но и вот некая невидимая компонента, с которой мы постоянно взаимодействуем. Но входить в нас разный свет может. Да, то есть может входить тот свет, который нам может мешать, например, в данный момент. Ну, как некое излучение, которое как, ну, как избыточной радиации, например, да, можно ее воспринимать. И что делать, да, то есть как бы вот структура веи, одновременно, ну, также и структуры еще от рада есть у нас и биоянтра, но они по разной степени мерности организованы. Наиболее многомерная у нас структура это вея, она позволяет отстраиваться вот от того света, который нам не нужен, убирать его из нашей жизни, да, то есть, ну, представим, что у нас некая тень вот на нас нашла определенная, да, то есть как бы она в нас существует, как некая проекция еще чего-то, да, то есть, ну, вот у нас есть основная, как говорится, линия, которую мы проецируем сами себя, ну, как бы мы находимся в таком вот биологическом скафандре. И сюда же спроецировано множество еще каких-то объектов. Они могут быть вещественные, ну, какие-то паразиты, могут быть невещественные, как просто световые энергоинформационные сущности, но они с нами тоже взаимодействуют. Если они нам мешают, если не забирают слишком много нашего ресурса временного, то мы можем с помощью вот этой карты Веи или Янтры или Отрады отстроиться. То есть можем представить себе, да, то есть что есть вот эти некая тень, или некая, ну, лучше ее представить как некая тень, как некое отображение, которое мы можем от которого отделяться. То есть мы ее представляем как вот некое, мы как бы снимаем с себя, помните этот Фантомас фильм, как он снимал с себя маски, да, то есть как бы, вот, также мы можем это снять с себя вот эту вот световую чуждую какую-то часть и ее от себя отделить.
Да, то есть настроившись на вот эту структуру. То есть те, у кого есть эта карточка Вея, например, или Янтра, или Отрада, они могут ее взять в руки, настроиться на нее и представить себе, что есть вот некая тень, от которой они от себя ее отодвигают. Да, то есть отодвигают, и она как бы в стороне находится теперь. И может быть вот дальше, дальше, дальше. То есть если внимание, опять же, мы направляем на это удаление, то мы можем в конце концов от нее избавиться. Даже если мы это не будем делать, а просто пассивно эту карточку с собой носить, тем не менее она работает, она помогает не засорять себя вот этими вот структурами, которые нам не нужны. Что значит нужны, а что не нужны? А как она узнает? Она нужна эта нам структура или не нужна? Как вот это понять? Да, то есть может ли такая карточка, она такая умная, что она что-то вот где-то разбирается? На самом деле никто в чем не разбирается. Вот представьте себе пылесос. Да, то есть вот пылесос. Он знает, умный такой, он знает, где пыль, а где ковер, когда вы чистите ковер. Он понимает это или не понимает? Не понимает, да, то есть что? Он просто создает определенные условия, да, то есть когда формируется некий поток, да, то есть поток воздуха, который уносит вот эту вот пыль. И поэтому пыль, когда он не захватает, то ковер чистый остается. То же самое происходит при взаимодействии с карточкой Вея или вот Отрада или Биоянтра. Да, то есть формируется определенный энергоинформационный поток, который просто уносит вот эти структуры. Но его можно усиливать, да, своим вниманием, своей настройкой. Если вы чувствуете, что-то мешает, надо от чего-то избавиться. Вот где-то там давит, где-то что-то вот напрягает. Тогда настроились, представили вот эту картину, что мы некую тень от себя выбираем, можем еще усилить эту тень, зная свое место. И она пусть знает, а можно ее отправить куда-то на какие-нибудь работы, мы об этом тоже говорили. Пусть трудится на благо мира и общества, и вас тоже. Но это вот мы как бы в пассивном режиме сейчас с этой структурой так или иначе взаимодействуем. Да? То есть давайте теперь попробуем повзаимодействовать со структурой космоса, опять же. То есть у нас, опять же, мы работаем через канал Zoom со структурами светличными. У нас эта возможность есть, потому что у нас эта технология, мы ее назвали энтропин-технология, позволяет нам прицеплять структуры к различным информационным каналам, с которыми мы можем взаимодействовать. Каким? Да, ну, например, каналу Zoom, YouTube, к различным социальным сетям эти структуры мы можем прицеплять. И как результат мы с ними можем взаимодействовать вот удаленно и обеспечивать эффективность, более высокую эффективность вот этого информационного канала. Но в частности у нас здесь сегодня есть также структура вот эта, о которой мы говорим, энергия времени, и мы с ней сегодня тоже повзаимодействуем. Ну, как бы она пока в таком у нас... То есть эта структура у нас, кстати, выставлена в доступ. Вы можете ее приобрести и с ней начать взаимодействовать непосредственно через трансляции, через сайт Инфоинститут. Те, кто там зарегистрирован, если кто не зарегистрирован, то найдите того, кто вас с ним познакомил. У него есть своя персональная ссылка. Я поэтому свою не даю, потому что она практически сейчас у большинства есть. Поэтому делитесь своей ссылкой сами. И людей, которых еще у них нет возможности повзаимодействовать со структурой Бионет, ну, дайте им такую возможность. Дайте шансы пообщаться с на сетевом уровне. Потому что одно дело, когда мы говорим об энергии, например, времени, об энергии денег, когда мы локально какую-то свою собственную проблему хотим решить. А здесь мы сегодня попробуем повзаимодействовать на сетевом уровне. То есть, что мы будем использовать бионет-связи, которые бы нам дали возможность решать проблемы более глобальные. Да, то есть какая задача как бы глобальная? То есть не только как бы вот поднять ресурсную компоненту одного человека, то есть дать ему шанс порешать какую-то собственную задачу, там шкурный интерес какой-то соблюсти, да, то есть вот заработать на что-то там денег. А задача другая, как бы вот у нас есть сеть, у нее есть некий общий ресурс, да, то есть как бы вот финансовые потоки, которые проходят через всю сеть, да, то есть как создать условия для того, чтобы вся сеть могла
вот как бы подниматься на другой уровень материального обеспечения. Чтобы это было проявлялось у каждого в его собственном деле, но в то же время это было неким общим сетевым ресурсом, который бы помог сделать вот этот поток финансовый, поток ресурсный устойчивым, потому что одно дело, мы как бы что-то какую-то там случайно на подхвате какую-то работу сделали, а другое дело создать условия, чтобы это было стабильно и чтобы это можно было сильно не волноваться о том, что в любой момент это все кончится и нам куда нам деваться. Потому что есть страхи, которые тоже тормозят. На что мы неправильно расходуем энергию времени? Ну, на впечатления на самом деле, которые нам не нужны. Что значит впечатление? Ну, в чем-то вот мы впечатлились. У нас жизнь все время нас впечатляет. В хорошем смысле или в плохом. Чаще в плохом. Мы замечаем как бы что-то плохое. Когда хорошее, оно как-то, ну, слава богу, что так оно и есть. Хорошо бы вот еще и как бы на хорошее тоже больше обращать внимание. А в плохом мы начинаем, например, обсуждать какие-то проблемы, которые нас совершенно, ну, пока в данный момент, может, не сильно касаются. Но вот надо их обязательно обсудить, что где-то вот там что-то такое произошло, у кого-то что-то плохо. И люди привыкли жаловаться. Встретились два человека, как твои дела? И, ну, жаловаться, вот у меня это плохо, а вот это еще совсем плохо. Да, то есть, ну, зачем? То есть на это сливается очень большой ресурс. Да, мы переживаем по этому поводу, но дает ли это какой-то нам шанс на то, чтобы нам от этого лучше стало? Да никакого. Только вот свой собственный информационный ресурс, свой ресурс жизни и времени мы вот куда-то сливаем на вот такие взаимодействия. Ну и вот я почему всегда вот против того, чтобы мы в чате информационном нашем публиковали всякие вот такие ужастики из интернета. Да это очень часто это, во-первых, просто фейковая информация. Она ну, сделаны специально для того, чтобы люди могли вот возбудиться и начать вот что-то обсуждать, что им совершенно не нужно. Включаем телевизор и смотрим, опять же, всякие ужасы, везде там кошмар. Иногда это полезно, если от этого мы пришли к каким-то выводам и поняли, как нам надо себя вести в такой ситуации. Но чаще всего никаких выводов не делается, ну, немножко нервы пощекотали. Если пощекотали, это из этого состояния вышли, то и хорошо. Но очень часто мы попадаем в какие-то эмоциональные сильные состояния, когда вот эти переживательные, мы эту энергию там законсервировали. И она на самом деле продолжает туда сливаться. Вот. Поэтому вот энергия времени как структура, она нам позволяет еще отстраиваться вот от этих вот затраченных, как бы, не то, что уже затраченных, а от того слива энергии, которая у нас происходит вот от того, что где-то мы создали условия для того, чтобы вот эти переживания у нас так и остались. Кого-то мы обсуждаем, кого-то мы ругаем и так далее. То есть, ну вот это вот как бы основные такие сливы ресурсов. Или еще бывает у нас и радостные события хорошие, которые нас тоже могут на самом деле заставить сливать наш ресурс. Ну, например, мы какое-то дело затеяли. И вот теперь у нас есть хороший помощник вдруг появился. Мы думаем, о, смотрите, как здорово. У нас вот появился человек, который нам пообещал чего-то. Сейчас он сделает это дело, и у нас все пойдет. Ну, партнер какой-нибудь, да, то есть по бизнесу, например, появился. И мы начинаем ожидать. И вот наше ожидание от того, что он что-то сделает, тогда у нас все будет замечательно. Они нас на самом деле тоже затрачивают в энергию, да, то есть как бы мы туда думаем, что сейчас вот вместо того, чтобы что-то делать самому, мы натрачиваем вот туда, сливаем свою энергию. Или, например, бояться начинаем чего-то, да, то есть вот начальник меня сейчас вот поругает, я что-то не так сделал, и мне все теперь караул, все, жизни больше не будет. Так же и будет жизнь продолжаться. То есть важно понять, что никаких смертельных событий вряд ли мы можем... То есть, да, может быть, станет где-то хуже. Но то, что мы переживаем, от этого точно лучше не станет. То есть, если мы перестанем сливать куда-то энергию, да, то есть на вот такие вот вещи, то на самом деле мы тем самым ее сэкономим на что-то другое. То есть не значит, что мы должны быть равнодушны.
Да, то есть это разные вещи. Да? То есть равнодушно — это когда у нас потенциальная энергия равна нулю, потому что у нас нету вот этого вот движения души к чему-то. У нас и туда везде все одинаково. Что воля, что неволя, все равно. Но на самом деле мы говорим о другом. Не равнодушии, а э, избыточном как бы внимании. То есть мы здесь все время сейчас вот про энергию времени все время говорим о внимании. Внимание — это некая возможность, я говорю, направить эту энергию времени туда, куда нам надо. И поэтому очень надо внимательно наблюдать, а куда же мы в данный момент направляем свою энергию. На конструктивные какие-то дела или неконструктивные. Но это вот как бы теоретическая такая часть. Ну, еще, конечно, действие. То есть действие — это то, что мы можем сделать в результате. Есть такая известная фраза: «Делай, что должно, и будь, что будет». На самом деле это перефразировка фразы, которую сказал Марк Аврелий в свое время. Он немножко по-другому ее назвал, но ее потом использовали даже масонский орден в качестве своего девиза. Что подразумевается? Что если мы что-то делаем, то, что мы можем сделать, да, то есть мы это делаем и не переживаем по поводу того, что вдруг не получится, или вдруг получится как-то не так, или вот мы ожидаем, что сейчас, ну, такое сейчас начнется, а оно вдруг не начнется, да, то есть как бы просто делаем и делаем свое дело так, как должны, как можем, как можно лучше сделать, да, то есть как бы с тем, чтобы от этого стало лучше не только нам, но и другим. И переживаем по этому поводу, что мы хотим как раз вот сделать как можно лучше, а не по поводу того, что может быть. Но это вот как бы несколько разных как бы сторон я как бы вот эту тему пытался раскрыть, несколько, может быть, сумбурно на первых порах, потому что хочется много всего рассказать про это новое изделие. Но главное, что это изделие нам может в чем это помочь, в том, чтобы вот нашу энергию времени помочь сконцентрировать на том, что нам нужно, не тратить ее вот попусту в разные места, то есть поднабрать ее. Но опять же, поднабрали мы этой энергии, да, но дальше-то ее надо в дело пускать, а не, опять же, не потратить на куда-то какую-то ерунду. Поэтому обещать то, что вот человек это изделие приобрел, и теперь у него посыпятся как бы к нему финансовые потоки, можно только в том случае, если, опять же, если он эффективно направляет вот эту свою энергию, полученную, на то, что ему необходимо, и не только ему, как бы, а вот миру в целом. Но поэтому мы все-таки сейчас перейдем к расческе космос. Почему нам это важно? Расческа космос. Потому что здесь, опять же, мы, когда говорим об энергетических потоках, важно, чтобы потоки эти двигались легко и непринужденно, чтобы не было затыков, да, то есть, как бы, чтобы не было вот в нашей световой системе каких-то ограничений, которые бы мы, ну, спутанности, скажем, нет, да, то есть, как бы, поэтому мы используем изделие космос. Вот у меня тут в виде, оно в двух видах. Вот у нас, видите, вот это у меня и наклеечка есть, та, которая, и вот картинка. Почему картинка? Потому что у нас есть возможность это изделие использовать более эффективно. У нас появилась новая версия космоса. Да, то есть как бы мы сейчас ее выставили вот в виде картинки, выложили как бы бесплатный доступ. Ну, как бы вот как картинку, которую можно распечатать и попользоваться. Вот она уже у нас в прошлый раз была, вот она всю эту неделю работала, если еще недельку поработает. Вот, но у нас где-то через неделю появятся новые изделия космоса, новые наклейки, которые имеют большую мерность по взаимодействию и более эффективно могут вот с нашей структурой работать. Но сейчас у нас и к этому каналу, то есть у кого-то, допустим, нету космоса, кто-то не распечатал. Да, то есть тогда берем просто обычную расческу, которая есть любая. И так как у нас эта структура тоже идет через наш экран, мы можем ее использовать для того, чтобы эффективно применять для расчески. То есть меняется структура расчески, они как бы вот эти вот, появляются такие лучики световые у этой вот расчески. Тогда и мы расчесываем свою ауру вот этими световыми лучами. Что мы сейчас сделаем? Мы сейчас попробуем
опять себя расчесать. Но мы сейчас будем как бы идти по нарастающей, то есть как бы мы начнем опять с себя, потом начнем других и так далее, и так далее. Пойдем увеличивать масштабы вот этих вот световых связей, с которыми мы сейчас будем взаимодействовать, потому что нам надо поработать на достаточно больших масштабах, чтобы мы могли восстановить вот эти свою связность, ну, как бы как сетевого объекта. Есть вопросы еще по космосу? Как работают данные карточки, они заряжены и все дело, или все дело в картинке? Ну, здесь нету зарядов как таковых с точки зрения, что они что-то заряжены. То есть структура – это как такой структурный фильтр, который позволяет вот фильтровать различные системы, отделять одно от другого. С одной стороны, да, то есть где это необходимо. А с другой стороны, может быть, наоборот, связывать эти структуры. У нас просто они разные есть. Есть, которые отделяют, а есть, которые связывают, помогают, да, то есть потому что нам в разных задачах надо разное использовать состояние. Да, то есть или у нас распад, или синтез. На самом деле в природе есть как бы два типа процессов. Распадные и синтезные. И мы все время вот в таких процессах участвуем. Мы можем ускорять распадные процессы для того, чтобы убрать что-то ненужное из нашей жизни. А можем усиливать синтезные процессы. Да? То есть вот поэтому у нас есть возможность по-разному взаимодействовать. Но структуры эти как бы, можно совмещать с различными материальными объектами. То есть сами структуры, они где-то вот существуют в этом мире структур, но наши технологии позволяют эти структуры совмещать. Да, например, с файлами, да, то есть, или с каким-нибудь объектом, например, с карточкой. Да, то есть вот здесь у нас структура в карточке находится, как вот, но опять же, как некая картинка. То есть мы имеем возможность совмещать картинки со структурами. Поэтому здесь, как бы говорить, ну, можно сказать, ну, заряжено, да. Ну, как? Ну, вот такой процесс зарядки, что... Но заряд не теряется, потому что здесь, ну, нечему теряться. Потому что это, ну, как бы более такая многомерный объект, но который обеспечивает связь. Это, на самом деле, включатель и выключатель. Да? То есть вы взяли эту карточку, соединили со структурой, теперь вы с ней взаимодействуете. Убрали, разъединились, теперь с ней не взаимодействуете. Если человек имеет узкую картину мира и не слышит собеседника, нет возможности что-либо нанести. Но тогда, если человек не слышит и не реагирует, то есть на слова, мы тогда используем световую систему. Да? То есть мы можем с человеком повзаимодействовать через свет. Вот один человек рядом с другим побыл, посидели, светом обменялись. У другого человека появились некие качества, да, то есть, которые он теперь может использовать. Он, может, так и не услышит того, что вы хотели ему сказать, но у него появилась возможность вот это что-то, как некое качество ваше, применить в своей жизни. И что интересно, что вы от этого ничего не потеряли. Вот как бы вот световые технологии тем и характерны, что вы повзаимодействовали один с другим человеком и смогли обменяться некими качествами. То есть то, что мы пытаемся здесь сделать, это как раз создать условия для того, чтобы мы могли обмениваться качествами не в рамках вот только личных контактов, да, то есть, а в рамках неких сетевых взаимодействий. То есть у нас есть система Bionet, через которую мы как раз можем такие связи отстраивать. То есть обмениваться качествами, не только теми, которые есть, допустим, вот в нашем окружении, да, то есть, а которые есть, вот, допустим, у других людей. И тех, у которыми мы не могли даже понять, почему они... То есть я не знаю, что эти качества существуют. Потому что они нам могут, например, понадобиться не сейчас, а через сколько-то лет. Но если мы сейчас их не получим, то через несколько лет, когда у нас эта задача возникнет какая-то, мы ими не сможем воспользоваться. Поэтому мы вот какие-то вещи нарабатываем уже и заранее. Ну что, давайте начнем тогда причесываться. Расчесываем свою ауру. Опять же, начинаем с себя. То есть давайте мы опять встанем. Значит, и начинаем расчесывать себя с головы. То есть расчесываем мысли в первую очередь. Да? То есть берем и начинаем
расчесывать, но вытягиваем их дальше. То есть у нас световые волокна идут дальше, мы их расчесываем. Дальше расчесываем свою душу. Лицо тоже, ну, как бы, вот глаза, например, можно расчесать. Свои глазки перекладываем расческу из одной руки в другую, и тем самым мы можем как бы перекрещивать каналы. Если чувствуем, что где-то вот есть зона, которую надо более тщательно расчесать, давайте на ней останавливайтесь, ее более прорабатывайте. Теперь давайте попробуем ощутить вот эти связи сетевые, которые у нас есть, что мы не только взаимодействуем со своим световым потоком, а у нас вот есть поток от людей, которые у нас вот здесь участвуют в нашем взаимодействии. И мы начинаем как бы эти световые потоки вокруг расчесывать. Не только свой свет, но и тот, который есть вокруг. Представьте, что вот вокруг вас есть световые потоки других людей, которые живут в вашем доме, например. И вы с ними тоже взаимодействуете. Это могут быть члены вашей семьи. А их рядом нет, например. Но они где-то там за стенкой, а свет-то все равно проходит. И поэтому мы согласуем световой поток ваш со световым потоком ваших родственников. Но световые потоки есть же не только тех людей, которые рядом, а в вашем районе есть много людей, которые живут вокруг вас. И эти световые потоки приходят к вам. Поэтому мы эти световые потоки тоже начинаем упорядочивать. Вот эти световые потоки, которые идут от людей из вашего района. Вокруг много домов, и в каждом доме есть люди. И эти люди светят, и этот свет приходит к вам, как тоже некий ресурс, например. Его тоже можно использовать. Причем бесплатный ресурс. Поэтому важно упорядочить и взаимодействовать с этими потоками. Поэтому мы ощущаем вот эти световые потоки, которые пронизывают все пространство, и начинаем с ними взаимодействовать. Но теперь представим, что во всем городе вашем, да, то есть тоже есть множество людей, которые тоже светятся. Давайте их тоже расчешем, эти световые потоки. Они до вас доходят. Расчесываем город. И ощущаем, как эти световые потоки нас двигают. И от того, что мы двигаемся, эти световые потоки очищаются, становятся струящимися, разноцветными. Всякие там какие-то шероховатости в них и начинают исчезать. Они выравниваются и становятся прозрачными. И это тоже ваш ресурс. Это тоже ресурс, который вы можете применять в своей жизни. И вот эта структура энергии времени, она к вам, этот ресурс, начинает подтягивать.
И опять же, все люди, которые этот ресурс вам дают, они ничего не теряют. Это они и так же светят везде и во всем, как солнышки. Просто эти солнышки становятся более яркими от того, что вы их расчесали. Становятся они яркими от того, что вы их тоже подсвечиваете. А теперь давайте посмотрим, а страна. Она тоже вся светится, вся сияет. Может быть, неравномерно, где-то там больше света, где-то меньше. Поэтому мы расчесываем всю страну, все световые потоки в стране. И выходим за пределы страны, да, то есть мы расчесываем все границы, чтобы потоки эти проходили везде легко, нигде не задерживались. И это световые потоки не только людей. Это потоки световые всего животного мира, растительного мира, мира бактерий, вирусов, насекомых. И все могут жить мирно, сосуществовать в таком мире, если все световые потоки согласованы и настроены. И вот мы расчесываем уже всю Землю. Представьте, что перед вами Земля. И вы ее расчесываете нежно и аккуратно. Любите землю, мать вашу. Ну вот. Давайте на масштабе Земли пока остановимся. Вот Наталья спрашивает, у меня есть светлица, приобрела 10 лет назад, картинка стерлась, она все равно работает или нет? Ну, а фотографию прислать с разных сторон ее, не фотографировать мне по WhatsApp или по Телеграмму, я посмотрю, в каком она состоянии, тогда можно будет сказать, работает она или нет. Так, не теряя как бы вот эту связь, вот эту связанность, мы как бы пытаемся сейчас удержать, потому что она нам еще понадобится. Как бы вот это вот связи со световыми потоками, которые сейчас вы как бы окунулись, в которые вы повзаимодействовали, и которые у нас сейчас с энергией времени еще сплетены, как бы, да? Вот у нас есть структура энергия времени, и мы с ней тоже взаимодействуем. Все, большое спасибо всем присутствующим. Задавайте вопросы, пишите в чате, что непонятно, что и как, и давайте будем... Выгляни сюда. А? Давайте вы в чате напишите все, что вы хотите сказать сейчас. Хорошо? Потому что Сергей, благодарим. Супер. времени нету. Спасибо. Пора заканчивать. Спасибо огромное. Спасибо. Большое спасибо. Значит, смотрите.